Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие же события сегодня произошли и что ожидать на вечерней сессии. Так, друзья, давайте посмотрим календарик, что сегодня произошло и какое дальнейшее развитие событий я сегодня предполагаю до конца дня по ключевым инструментам: нефти, доллару, рублю. Так, что здесь у нас произошло? Ну, сегодня вышла важная статистика по США. Во-первых, это то, что касается экспорта, импорта и торгового баланса Соединенных Штатов. Вот вышли данные, они хуже, чем те, которые предполагались, то есть торговый баланс провалился в большей степени, чем было запланировано. И мы видим, что здесь картина, она соответствует тому, что было перед кризисом 2008 года. Так, далее сегодня вышло изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Оно вышло на удивление очень хорошим. И потом последовавшие данные по безработице тоже вышли достаточно позитивные. Конечно, такого значительного отличия не было, как по данным изменения числа занятых в несельхозсекторе, но тем не менее, то есть данные тоже вышли позитивные. При этом, в чем здесь соль и загвоздка заключается? Дело в том, что предварительные данные, которые были в среду, на основании бизнес-источников, они показали наоборот плохой результат. То есть, то, что прогнозировалось и то, что на самом деле получилось, оно оказалось значительно хуже. Ну, налицо здесь, что работает немножко отличным образом те данные, которые предоставляют бизнес-структуры, и то, что предоставляет американская правительственная статистика. Ну, здесь на самом деле сложно сказать, кто врет, кто говорит правду, но налицо, что есть значительный сбой и очень существенная систематическая ошибка в сборе информации макроэкономической. Такое возможно в двух случаях. Либо если вся система пошла в разнос, либо если какой-то из механизмов работает неправильно. Пока не до конца ясно, в чем здесь загвоздка в данном конкретном случае. Так, ну и вот данные по безработице, что мы видим? Здесь идет снижение после удара, который возник в апреле 2020 года. То есть здесь идет снижение, вроде все нормально. Но вот если мы график растянем и посмотрим с момента наблюдений, как на инвестинге приведено, то мы получим здесь с 1970 года таких пиков вообще не было. То есть все время, когда возникало движение, оно возникало более или менее волнообразно, то есть накапливался потенциал, дальше он реализовывался. Здесь все пошло по сценарию экстремумов. Сначала были экстремальные значения 70-го года по минимуму безработицы, и потом произошел удар и скачок. Но проблема заключается в том, что когда в системе возникают такие мощные и внезапные нарушения, смещения, они, как правило, не уходят быстро и бесследно. Вот если мы посмотрим данные по американской безработице, которые были в период Великой депрессии, то здесь именно таким образом все и происходило. То есть сначала возник удар, причем этот удар был не настолько внезапный, как в случае с ковидом в апреле 2020 года. Вот. Но тем не менее, здесь картина была схожая, однако быстро к решению проблемы это не привело. Сначала был откат на 15% и потом нарисовался второй пик. И второй пик, соответственно, он постепенно потом падал до 43-го, по-моему, или 44-го года. Эта проблема, она касается всех очень сильных потрясений, которые возникают в системах. То есть, когда идет такой вот полномерный рост, то, соответственно, чаще всего, когда накапливается, ну, скажем так, определенные раскорреляции, система устраняет проблемы, идет, соответственно, такой постепенный спад. Когда происходят очень сильные потрясения, то, соответственно, система, она долго приходит в равновесие. И поэтому здесь было бы вполне логично, как в 30-х, 40-х годах 20 века показать второй пик. Может быть, не такой большой, но достаточно существенный. Как мы видим, даже
в апреле 2020 года, когда был ужас-ужас, безработица достигала 14,7%, ну а во времена Великой депрессии она доходила до 22-22,5%. Вот сюда вот. То есть пока рекорд Великой депрессии не побит. Но и второй горб не нарисован. Я это к тому, что есть раскорреляция между данных, то, что предоставляют бизнес-источники, и государственная статистика. Плюс как бы значительное движение, значительная деформация системы. Поэтому здесь весьма вероятно, что вот эта благостная картина, которую мы сегодня получили, она в обозримом будущем окажется не такой благостной, как ее здесь показали. Ну и помимо этого сальдо торгового баланса, оно тоже вызывает определенные вопросы. Ну, понятное дело, что у Америки отрицательное сальдо торгового баланса, оно у большинства развитых стран, не у всех, но у многих. Но здесь оно получилось более сильное снижение, чем было запланировано. То есть, по идее, как бы, если идет восстановление экономики, должен расти экспорт. Ну и в целом, как бы, вот это число, оно должно было получиться, ну, такое же, как прогнозировалось. То есть, то, что здесь пошло такое отклонение и упало сальдо торгового баланса, это не есть хорошо и не есть правильно. Так, далее, друзья, вышел индекс потребительских цен по России 5,7%, ожидалось 5,5%, это год к году. Ну, то есть инфляция. Инфляция растет, экономика прибавочную стоимость, исходя из ее модели, не производит, ну, небольшое количество, если сравнивать с западными странами. И поэтому, во-первых, такая инфляция, и тем более больше, чем предполагалось, это, конечно, удар по населению, и очень существенный по его доходам. Ну и здесь вполне логично для Центробанка уже в самом ближайшем будущем, на ближайшем заседании, начать увеличивать постепенно ставку. Так, ну вот вышло количество буровых установок. Ну что здесь примечательно? Идет бурный рост цен на нефть, однако, как мы с вами видим, бурного роста количества активных буровых нету. Буквально на одну штучку, но это детский лепет. Так, и сегодня будут данные по федеральному бюджету США, но это будет чуть позже. Сейчас 21:09 по Москве, в 10 часов будут эти данные. Так, друзья, ну резюмируя то, что касается Америки, я считаю, что вот эти благостные данные, которые сегодня вышли, они не полностью соответствуют действительности. Даже если здесь все верно и все правильно посчитано, есть какие-то скрытые напряжение в системе, которое, ну, в соответствии с тем движением, которое было и предыдущим опытом, весьма вероятно приведет к тому, что в обозримом будущем возникнет второй пик по безработице. Так, друзья, далее давайте посмотрим, что там с американским индексом S&P 500. Ну, смотрите, да, здесь первая линия обороны, которая 3820, она была успешно пробита. Но теперь вот в этой ситуации, которая здесь возникла, были выполнены цели, которые стояли ранее. Соответственно, вот от текущих значений здесь вполне может произойти разворот и попытка отскока. Это недельный таймфрейм SFD фьючерса на S&P. Вот это движение, если оно идет дальше и здесь возникает пробитие 3680-3670, то тогда уже неизбежно будет движение с тестированием 3550. Пока вот этого пробития нету, с учетом того, что здесь выполнили цель, которая была заложена, здесь при неповторении дальнейшего движения на следующей неделе вниз, мы получаем консолидацию и попытку отскока. Но если, конечно, очередное 9 марта все не пустит под откос. Ну и переходя к дневному таймфрейму, мы видим, что американский индекс пытается здесь консолидироваться, выстояться и отскочить. Здесь как бы главная идея, то что была выполнена определенная цель, ранее заложенная для этого движения. И, соответственно, вот если не возникает пробоя этого значения, по дневному графику он немножко по-другому выглядит, то мы здесь консолидируемся и пытаемся отскакивать. Так, друзья, далее сейчас возникла очень интересная раскорреляция, очень интересная. Идет просто штормовой рост индекса доллара, то есть здесь уже весьма вероятно это движение продолжится
с отработкой тех целей, которые мы обсуждали ранее, в частности, первая цель движения это 94-93. Вот. Но это будет в том случае, если мы, мы сегодня уже, наверное, закрепимся однозначно на 91,5. И если на следующей неделе не возникнет резкого отката и возврата на 90,9. В чем заключается очень интересная ситуация? Дело в том, что индекс доллара растет, и это означает всегда риск-офф. Но при этом ВИКС падает. Вчера, после удара, который возник по ВИКСу, по индексу волатильности и страха, сегодня ВИКС откатывается, уже минус 5%. А индекс доллара продолжает рост. Индекс доллара вырос на немыслимые 0,4%, то есть рост доллара против мировых валют ключевых. А ВИКС-то падает, он вернулся ниже 27,5. Если он еще и закроется в районе 26, то это будет вообще фантастика. То есть растущий индекс доллара и падение ВИКСа, волатильности. То есть это достаточно такая ситуация нетривиальная. Так, друзья, далее давайте посмотрим DAX, немецкий индекс. Что здесь интересно? Да, DAX ушел вниз, сегодня минус 1%. Для немецкого рынка это просто трэш. Но, смотрите, здесь ключевые уровни поддержки не пробиты. Если они не пробиты, это сохраняет шансы для того, чтобы в понедельник, во вторник, после проторговки, здесь произошло накопление и коррекционный отбой, и движение вверх. Так, далее Baltic Dry. Скажем так, теневой индекс состояния мировой экономики, стоимость морского фрахта, она наоборот растет. Но еще посмотрим, как сегодня будет закрытие. Вчера по факту закрытия здесь наоборот идет рост. То есть, скажем так, есть определенная раскорреляция и косвенные признаки указывают на то, что обвала, по крайней мере, пока не происходит. Это был коррекционный откат. Так, друзья, далее NASDAQ. Американский индекс высокотехнологичный, дневной таймфрейм. Но смотрите, он сегодня тоже отскочил. Но вот сейчас на текущий момент 21.17 по Москве, у него рост порядка 0, нет, уже роста нету, уже он немножко даже снижается. Он очень резво ходит, вот буквально только-только показывал рост и уже как бы ушел на ноль в отрицательную зону. Но при этом по S&P рост 1%. Если мы переходим от дневного к недельному таймфрейму по NASDAQ, то здесь у нас получается фигура двойное дно. И поэтому, несмотря на то, что здесь ранее был разворот на недельных таймфреймах, но разворот этот был немножко, скажем так, слишком быстрым. И здесь сформировались условия для того, чтобы произошел отбой и отскок с движением. Цель этого движения 13730, вот сюда вот. Вот это движение в ближайшее время, оно разовьется в том случае, если не будет повторного движения вниз и пробития 12360, 12350. Вот здесь вот этот диапазон. То есть, вот сейчас нарисовали двойное донышко, если оно не будет повторно освоено, то мы идем наверх. Если оно будет повторно освоено и пробито, то в этой ситуации наиболее вероятно следующая цель движения будет 11800. И потом, соответственно, уходим вот сюда на 10800. Во многом вот эти такие движения резкие связывают с выступлением Пауэлла, что он недостаточно всех успокоил. Но я думаю, здесь дело не в выступлении Пауэлла. Дело в том, что накопились определенные противоречия в системе. Так, друзья, далее наш важнейший индекс RGBI, индекс государственных облигаций. Здесь есть определенные корреляции с курсом рубля к доллару и евро. Вот это месячный таймфрейм. И на месячном таймфрейме у нас наметился отбой и, соответственно, движение вот сюда, вот в этот диапазон. Но месячный таймфрейм пока не показателен, потому что март пока не закрыт, он только начался. Если мы перейдем на недельный таймфрейм, сейчас уже торги закончены, то здесь у нас получается наиболее вероятный разворот по индексу ОФЗ, и в ближайшее время нас ждет движение вот сюда вот на 150,6. Это движение происходит в том случае, если не возникает пробитие уровня 147. Если отсюда пойдет движение вниз и по каким-то причинам уровень 147 пробиваем,
то следующая точка остановки, она будет где-то здесь, в районе 144,6-145. Так, друзья, далее дневной график. Здесь у нас сегодня показали типа ужас-ужас. То есть произошло снижение. Опять же, на недельном графике это снижение, оно никакой роли не играет. Что касается дневного графика, могу сказать, что здесь вот это снижение, оно во многом было, ну как это сказать, вымученное что ли. Вот, да, послышались угрозы со стороны англосаксонской братьи о том, что не будем покупать российский госдолг и всем запретим. Такое имеет место быть. Но посмотрите, что сегодня происходило с индексом доллара. Он буквально улетел наверх. Соответственно, в такие моменты падает интерес ко всем валютам, кроме доллара. И вот это движение, с моей точки зрения, оно может быть, вот эта угроза ужас-ужас, она и послужила триггером. Но я думаю, здесь основная нота в этом движении, она была связана именно с движением в индексе доллара и с тем, что идет приток в доллары. Поэтому, что здесь хотел сказать, если не будет на следующей неделе движения вниз с пробоем 147, то мы либо будем консолидироваться в этом диапазоне, либо пойдем наверх. Я пока не знаю, как это будет, но такой сценарий напрашивается сам собой. Так, друзья, далее нефть. По месячному таймфрейму мы улетаем в космос. Следующая точка остановки в районе 76,8. Далее недельный таймфрейм, но здесь также идет уверенный рост. И здесь, по сути, пока нету никаких факторов остановки до достижения уровня 76,5, 76 и 77. Так, друзья, далее дневной таймфрейм. Тоже здесь никаких препон нету. Ну, как бы здесь вот есть уровень 70, такая магическая цифра. На самом деле 76,5. Вот, но вот 70, наверное, упремся, и сегодня 70 не возьмем. Так, ну и часовой таймфрейм. Здесь тоже идет фееричный рост. Причем, как бы обращаю внимание, рост этот идет, он подкреплен объемами. Здесь вообще все нормально, рост и рост. Вот, но я ранее обращал внимание, что если будет пробой 66 и 25 и закрепление, то разовьется движение, цель которого будет 70-75. Ну, там на самом деле 76 вырисовывается цифра, но 70 плюс она весьма вероятно будет. 70 даже возможно сегодня потрогаем. Ну, здесь совокупность факторов. Я думаю, вот это уже движение пошло выбивание, выжигание шортистов просто напалмом. Так, друзья, далее рубль-доллар, недельный таймфрейм USD Tomorrow. Ну, смотрите, мы вот в диапазоне на недельном таймфрейме 75, 25, 73, 25. При такой нефти вообще мы должны уже вот сюда вот уйти в район 76, а может быть даже на 68,7. То есть вот текущая ситуация, которая происходит, она связана с двумя факторами. Я думаю, даже в наибольшей степени это то, что вообще идет в индексе доллара переток капитала мирового в долларовые активы. Ну и санкционное давление. Но с моей точки зрения на текущий момент санкционное давление, оно носит по большей части декларативный характер. То есть на самом деле, вот судя по динамике процесса, как это все происходит, несмотря на громкие заявления, надо четко понимать, что все-таки западное сообщество, оно достаточно эгоистично. Оно будет, может быть, и неустанно действовать, но его действия, они будут, скажем так, настолько, насколько они не принесут вреда самому Западу, Соединенным Штатам. Поэтому, да, заявления, там, угрозы и так далее, оно все будет иметь место, оно так и происходит. Но на самом деле какие-то реальные действия, ну мы с вами видели недавно по поводу списка согласованных лиц, которые попадают под санкции. То есть здесь как бы действия будут предельно осторожны. А те заявления громкие, которые происходят по поводу санкций, они всего лишь разгружают то напряжение, которое накопилось в нашей системе и вызывают в ней движение. Так, друзья, но переходя на дневной таймфрейм, что мы видим? Поскольку нефть растет, здесь рубль, он просто обязан укрепляться. Но напрягает то, что не дают никак пробить вот это значение 74,1. Да, вот здесь движение произошло вчера, но по сути при такой нефти
Но мы просто обязаны спуститься куда-то вот сюда, в район 73,85 как минимум. Так, ну и вот четырехчасовик, ставим рубль-доллар, как раз вот движение развивается, цель этого движения исходить в район 73,8, вот сюда вот к этому значению. Так, ну вот переходя на часовик, здесь картина немножко иная. Картина на часовике показывает, что если в ближайшее время до конца торговой сессии не будет пробития 74,2 вот этого диапазона, то отсюда весьма вероятно будет отбой и закрытие где-то в районе 74,5-74,6, вот где-то здесь. Вот. Если сейчас вот этот пробой происходит, то следующая остановка находится на уровне 74,1. Если мы его пробиваем на объеме, то отсюда весьма вероятно развивается движение, цель которого будет вот сюда вот 73,8, 73,85. Вот к этому значению. Но опять же, при такой нефти мы должны уже быть вот здесь или даже вот здесь в районе 73. Так, друзья, далее золото. Но при таком росте индекса доллара говорить о том, что золото будет чувствовать себя хорошо, ну, неправильно. Вот. Но, в общем-то, мы такой результат и получили. Здесь у нас, с одной стороны, сходили, потрогали, протестировали уровень 1694. С другой стороны, пошел заход ниже, но этот заход весь выкупился. И поэтому все движение, которое было на протяжении вчерашнего и сегодняшнего дня, оно строилось вокруг сильного уровня 1694. Вот здесь вот. Даже вот по объему можно посмотреть, что здесь проходили максимальные объемы в районе 1694-1695. Ну, 1694 здесь. Наиболее правильно, с моей точки зрения. Соответственно, на текущий момент по золоту вполне может сформироваться отскок. Цель этого отскока 1715. Этот отскок происходит в том случае, если у нас закрытие на этой неделе сегодня будет выше 1700-1700, в диапазоне 1700-1704. Вот сейчас, исходя из часового таймфрейма, рост золота скорее всего прекратится, и ну, я думаю, что будет отсюда откат в район 1697, вот сюда вот. Вот, если этот сценарий не срабатывает и закрытие происходит в районе 1700-1704, это был бы очень хороший момент, который бы поспособствовал тому, что в понедельник, ну или во вторник будет движение, цель которого сходить на 1715-1720. Так, друзья, далее доллар-евро, дневной таймфрейм. Ну, в общем-то, это у нас обратная величина индексу доллара, по сути своей, потому что евро там 50%. Или 60, нет, по-моему, 50. Ну, смотрите, по дневному таймфрейму, ну, как бы, евро это стрелянная утка, которая должна падать и падать. И уже здесь цель движения вполне как бы на 1,16 находится. Но какой здесь есть момент? Вот если сегодня будет закрытие от текущего уровня, не пойдем пробивать 1,1890, то весьма вероятно в начале следующей недели, в понедельник, во вторник, может быть в среду, отсюда произойдет отскок, и цель этого отскока будет движение вот сюда вот на 1,2072, 1,2080, вот сюда вот к этому значению. Так, ну и переходя к часовому таймфрейму, здесь у нас получается весьма вероятно, что евро сейчас будет сегодня до конца дня торговаться в консолидации. Нижняя граница это 1,901 и верхняя граница этой консолидации 1,1930. Пробой значения 1,1890 приведет к тому, что в самое ближайшее время может сформироваться движение на 1,16. Если мы сейчас удерживаемся в этом диапазоне, не уходим, не пробиваем сильное сопротивление, которое размещено вот здесь вот, то у нас вероятно отсюда разовьется отскок. Но сегодня уже отскока не будет, это точно. Но в понедельник, если мы удержимся, мы можем отскочить и сходить на 1,1961, вот сюда вот. Ну и далее есть более высокая цель по дневкам. Вот. Но опять же, сейчас, как бы я думаю, ставить на евро смысла нету. Здесь, если только короткий отскок. И в целом здесь пока я разворотной формации на какой-то длительный промежуток времени, который измеряется
днями, неделями я пока не наблюдаю. Так, друзья, ну все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Всего наилучшего.